Всем привет! Сегодня у нас расклад, что по судьбе уготовано тебе, какое событие на пороге, какой человек на пороге и чем все это обернется. И прежде чем начать, конечно же, хочу сказать всем до понедельника. Субботу-воскресенье, скорее всего, расклады закрытые сниму, потому что, не нравится, извините, мне про мужиков снимать. А закрытые расклады, которые по психологии, эзотерике и так далее, они, как сказать, вы их не смотрите. А кому они реально нужны, они уже закрытые, легко смотрят и так далее. Без обид, потому что что вы хотели? Я вам целых 4 месяца упрашивать, оставлять обратную связь под расклады, которые на самопознание, саморазвитие и эзотерику. Но, видимо, вам не нужны. Так, вы мне, конечно, пишете нужны, но я же 4 месяца прям вот уговаривал. Так, и, конечно же, видите вы сейчас 3 колоды карт, это все колоды мои. Их в продаже на данный момент нет, но вы можете взять макет на Бусти, ссылка на Бусти в описании к видео и в закрепленном комментарии, и распечатать. Обойдется, наверное, распечатать, не так дорого, как если бы покупать. Также заходите в магический чат, там девочка распечатывает тем, кому это нужно. И не за $1 000 000, конечно же. И, конечно, приходите в манифест. В манифесте вы научитесь и защиты ставить, и чакры чистить, и защиты на чакры ставить, и все вот это эзотерическое вы сможете. И проживание арканов это лучше, чем расстановки. 100%, потому что на расстановках я был, но меня не зацепило. Так себе. А проживание, как говорится, застреваешь в шуте и сидишь, прорабатываешь. Но интересно зато, потому что сейчас лето, сейчас самое время, например, отшельниках очень хорошо проживать, жрицу, кто мужика хочет, императрицу. Прям идеальное время. Поэтому жду вас. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И напомню, если вы подписались там давно-давно за самую минимальную скидочную цену, если вы отписываетесь, то есть заканчивать все, скажет, я возьму на месяц, как говорится, себе перерыв, то у вас будет по настоящей цене. Эта скидка, она к вам не вернется. Сразу предупреждаю, потому что последние дни 3 человека говорят то, что я, поставила на паузу, я или отменила, думала, перерыв сделаю, и мне выходит другая цена совершенно. Почему? Я говорю, потому что скидка, она действует, пока вы подписаны. Отменяется и скидка. Итак, я думаю, что давайте начнем наш расклад. Здравствуй, единичка. И напомню, как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Первый вопрос, что по судьбе уготовано тебе в ближайшее время. Тут даже не нужно трактовать, потому что готовит тебе судьба большой переезд. Ты долго думала, оставаться в городе или рвануть в другую страну или в деревню. И оно решение наконец-то созреет. Причем это будет не какой-то спонтанный порыв, это будет взвешенное решение. Ты все плюсы и минусы просчитаешь, поговоришь с подругами, с родными и поймешь, что надо ехать.
Но перед переездом тебе нужно будет привести в порядок вот кучу своих дел. Там мебель, если ты в другую страну переезжаешь, полностью продать и так далее, закрыть долги, кредиты, договориться там с работодателем, то, что, как сказать, удаленка или перевод в другой офис. И это будет, знаешь, месяца 2 так. Активная будет подготовка, когда ты будешь вот носиться как угорелый. И знаешь, судьба, она этим учит тебя находить баланс между осторожностью и решительностью. Потому что ты ж привыкла долго думать. Перед каждым шагом ты думаешь там годами. Но сейчас жизнь, она заставит тебя действовать быстрее. При этом не теряя голову и не делая никаких глупостей. Ты просто научишься быть, как говорится, и разумной, и смелой. И еще, знаешь, по судьбе тебе урок самостоятельности, я бы назвал. То есть в новом городе, на новом месте у тебя не будет привычной поддержки. Ну, рядом кому ты привыкла. Подруги не будут, которые выслушают тебя. Ты будешь решать все проблемы сама. И вот это сделает тебя намного сильнее. И, конечно, уверенней в себе. Человек, который в твою жизнь войдет, мужчина, который, знаешь, вот полностью изменит твой взгляд на отношения. Он тебе покажет, что там все твои вот эти бывшие, там все прошлые романы, это было все детским лепетом по сравнению с настоящими чувствами. Ты поймешь, что раньше ты вообще не знала, что такое любовь. Все вот эти предыдущие отношения, они тебе, знаешь, как будто игрушечными покажутся. И вот этот человек, он принесет в твою жизнь еще боль настоящую. Не потому, что он плохой, нет. Потому что с ним ты впервые столкнешься вот с переживаниями прям вот глубокими-глубокими. Плакать будешь от счастья, и от горя тоже будешь плакать. Иногда в один и тот же день. То есть твоя спокойная жизнь, она закончится с этим человеком. И появится он, знаешь, в какой момент? Когда ты вот будешь готова к очень сильным переменам. Когда ты уже устанешь от своей размеренной жизни и захочешь, как говорится, чтобы тебя судьба встряхнула. И он вот эту встряску тебе и принесет. После знакомства с ним ты не сможешь жить как раньше. Понимаешь? Он заставит тебя пересмотреть все свои планы. То, что тебе важным казалось, это мелочью станет. То, что ты считала там невозможным, станет единственно правильным. Он, знаешь, вот есть же вот эти вот ураганы всякие, Катрина и так далее, и тому подобное. Вот он, как этот ураган, и в твою жизнь ворвется. Все разрушит, все твои представления о том, как должно быть, понимаешь? Но и ты будешь ему за это благодарна, потому что он тебе покажет истинную любовь. Ну, истинные слезы, конечно, а что поделать? Одно без другого не может быть, они за ручку друг с другом ходят. Мужчина, который, знаешь, как сказать, что к тебе идет? Вопрос. И я вот думаю, как сказать. Вот этот мужчина, он и идет, вот, как сказать, чтобы, ну, деньги умеет зарабатывать, вот как сказать-то. То есть вот этот мужик, он не тот, кто одним днем живет. Четкие цели есть и так далее, знает, чего хочет, знает, как этого добиться. И вот он тебя, как сказать, вот пришпандорит тебя, вот по-другому, как сказать это слово. То есть с ним ты будешь, понимаешь? Ну, заниматься, я имею в виду, не только поцелуйчиками, да, а вот заниматься чем-то важным. Где нужно будет вкладывать время, силы. И вот этот мужчина, он твоей поддержкой в плане денег станет. Он не будет тебе просто так деньги давать, нет. Он покажет, как их правильно зарабатывать и копить. То есть он тебя научит не только сегодняшним днем думать.
Понимаешь? Но и о том, что там через годы будут. И он тебя как будто возьмет с собой работать. Вот я не знаю, или это мужик, куда ты поедешь, там тебе встретится, или наоборот, он тебя подтянет, пришпандорить, говорил же, подтянет тебя к себе работать. И он, знаешь, поможет тебе не столько деньгами, сколько знанием и связями. Понимаешь? То есть он покажет тебе, с чего начать, как развиваться. И самое важное, к тебе идет стабильность. В плане денег, в плане отношений. После вот этих твоих метаний, которые сейчас происходят, ты найдешь вот того, с кем можно строить как личную жизнь, так и рабочую жизнь. Ну, денежно-зарабатывательную жизнь, понимаешь? То есть, и вот это все не будет там роман на пару месяцев. Нет, это будут серьезные отношения. Ты, как говорится, якорь бросишь. Ну, в плане создания семьи. Не будешь больше искать, потому что он уже готов к браку, к детям и ко всему вот этому семейному, в отличие от твоих всех бывших. Понимаешь? Какой итог всего этого будет? Ну, в итоге у тебя красивые романтические отношения. Но не в том городе, где ты живешь. Да что ж такое я заговариваешь? Где ты сейчас живешь? Нет, не тут. Ты уедешь. Ну, да что ж такое-то? То есть тебе придется переехать. Но уже потом, как сказать-то? Ну, уже не в попыхах. Вот как это сказать-то, не знаю. Ладно, мне скидка, я старый. И новая жизнь в новом месте с этим мужиком у тебя. И ты расстанешься с прошлым окончательно, потому что мне во время всего вот этого расклада тебя что-то из прошлого держит. То ли бывший, то ли работа, вот что-то одно прям вот руками схватилось и держит тебя. И оставишь ты не только город. Привычки, друзей, подруг, старый образ жизни и вот этого говнюка, который тебя держит. И это будет больненько, потому что ты привыкла к такой жизни. Как вот тебе по-другому сказать? То, что этот появляется, нет-нет иногда. Но это будет необходимо. Твоя вот эта новая любовь, она потребует от тебя полностью расстаться со всем, что тебя держит. И, конечно, вот этот переезд твой будет началом самого, счастливого периода в твоей жизни. Вы будете строить отношения с чистого листа, без вот этого груза прошлого. Никто не будет знать, какой ты была раньше. Ты сможешь стать той, кем ты всегда хотела быть. Вот. Да все ты понимаешь, зачем я постоянно повторяю, как тебе объяснить. Если твой расклад, мне даже не надо объяснять ничего. И трудно будет расстаться с привычной жизнью, которая сейчас. Но потом ты поймешь, что это лучшее, что с тобой случалось. Новый город, новая там работа, новые люди, новая любовь. Все вот это будет, все это тебе даст ощущение, что ты по-настоящему начала жить. Независимо от того, сколько тебе лет, 20 или там 80. Ну все, по первому я все сказал. Обязательно подписывайся на канал, приходи в закрытые расклады. И второй вариант. Двоечка. Что по судьбе уготовано тебе в ближайшее время? Упорная работа над собой. Вот тебе судьба такой урок готовит, что ты прям над собой работать будешь. Перестанешь ныть, начнешь реально что-то делать. На данный момент ты только ноешь и по раскладам туда-сюда прыгаешь.
там посмотрю его мысли, там посмотрю то, а самопознание, саморазвитие забило. Самое главное узнать, как он пукал сегодня. Вот время идет, что тебя судьба так тыкнет, что мало не покажется, и начнешь реально что-то делать. Там на курсы по повышению квалификации пойдешь, на обучение, которое ты давно откладывал причем. Спортзал, возможно, начнешь, а не просто покупать абонемент, да, который будет валяться. И ты займешься изучением того, что тебе вот в карьере поможет. И вот самое классное, у тебя настоящая надежда на будущее появится. Сейчас ее нет. Сейчас у тебя от расклада к раскладу, от таролога к тарологу и так далее и тому подобное. И как бы время провести, да? И вот начнется твое самое крутое. И знаешь, это будут не вот эти воздушные мечты, которые ты вот строишь сейчас, лежа на диване, а реальная вера в то, что жизнь к лучшему изменится. И первый результат, конечно, увидишь. И поймешь, да у меня и так все нормально так получается, оказывается. Вот я не знаю, как это сказать, но ты поняла. Знаешь, сейчас, на данный момент, судьба тебя начнет учить терпению и постоянству. Потому что ты делала? Ты приходила в проживание, на шуте сбежала. Потому что сложненько. Потому что у тебя еще там краски лежат, да, картину рисовать. Ты привыкла бросать дела на полпути. И вот только-только трудненько становится, ты или увольняешься, или бросаешь дело, или сбегаешь. А сейчас будешь ты начатое до конца доводить. Потому что у тебя будет осознание, что ты все начинаешь, ничего не заканчиваешь, и в итоге придет инсайт, что ты стоишь на одном месте, а жизнь мимо проносится. Понимаешь? И это будет новой привычкой. До конца все доводить. То есть вот сейчас у тебя жизнь, как будто ты в темноте. И вот ты начнешь видеть свет в конце тоннеля. И вот после вот долгого периода вот этого вот уныния, безнадёги, апатии, депрессии у тебя проснется вкус к жизни. Планы будешь строить о будущем, о хорошем мечтать. Верить в свои силы. Вот сейчас ты в свои силы не веришь. У меня еще ощущение, как будто ты не один раз уже заходила в проживание, а сбегал уже, наверное, как минимум 2 раза. Человек какой войдет в твою жизнь? Который, знаешь, поможет тебе закрыть болезненную тему из прошлого, с бывшим. Вот ты долго сейчас мучаешься с одной ситуацией и не знаешь, как ее решить. Все твои попытки разобраться, они заканчиваются ничем. И вот этот человек, который в твою жизнь придет, он тебе выход покажет, которого ты не видишь сейчас. Но при этом он и проблем много принесет. Этот мужчина, он, знаешь, он тащит на себе такой груз, что даже тебе станет его жалко. У него бардак полный в жизни. С деньгами, с работой, с семьей. И он, знаешь, он будет тебе рассказывать вот эти свои истории, да, и ты прям ахнешь от того, через что ему пришлось пройти. И появится он именно тогда, когда ты будешь готова помочь кому-то еще, кроме себя. Потому что на данный момент, когда расклад я этот делаю, ты даже себе помочь не можешь. У тебя вечные побеги со всех проектов и так далее. И вот когда ты начнешь заканчивать то, что начинаешь, твоя собственная жизнь наладится, и ты вот почувствуешь, что можешь поделиться силами. И тогда вот этот человек, он придет в твою жизнь. И он научит тебя ценить то, что у тебя есть. Глядя на его вот эти проблемы, вот эти все, ты поймешь, как тебе повезло. Твои трудности покажутся тебе мелочами по сравнению с тем, что вот выпало на его долю. Что к тебе идет? Мужчина еще пожилой идет, который станет то ли твоим наставником, то ли твоим учителем. Это человек... Нет, это не я. Этот человек с большим жизненным опытом, который через многое прошел, который готов делиться знаниями. Понимаешь? Он спокойный, у него глаза мудрые, и он не будет тебя поучать.
а просто расскажет, как он решал похожие проблемы. Но ты поначалу его игнорировать будешь, а может, это я. Знаешь, тебе покажется, что его советы, ну, устарели, так скажем, да, потому что времена изменились. И ты будешь думать, что ты знаешь лучше, как жить вот в этом современном мире. А его слова пройдут мимо твоих ушей поначалу, потому что ты будешь занята своими делами. И он, знаешь, он ждать будет, когда ты созреешь для его помощи. Он навязываться не будет лекций читать против твоей воли, просто останется рядом и будет готов помочь, когда ты об этом попросишь. Нет, это не я. Нет, ни в коем случае. И поймешь ты его ценность потом, после того, как ты кучу ошибок наделаешь. Когда набьешь вот эти все возможные шишки и так далее, ты поймешь, что твой подход, он не работает. И тогда вспомнишь его и поймешь, что он был прав. Вот тогда между вами начнется настоящее общение, как учитель и ученик. Каков итог будет всего этого? Но знаешь, какой итог? Вот этот мужчина, он полностью тебя подчинит своему влиянию. Он будет знать ответы на все твои вопросы, на все знать решения на все твои проблемы. И ты начнешь смотреть на него вот как сказать, как на старшего товарища. Ни в коем случае это не романтика. Нет, этот мужчина, он вот как отец, что ли, вот как дядя, как отец тебе. И он станет главной твоей слабостью. Ты будешь зависеть от его мнения, причем во всем. Не сможешь принять ни одного решения, не посоветовавшись с ним. И он для тебя станет вот центром твоей вселенной, вокруг которого будет крутиться вся твоя жизнь. То есть ты добровольно отдашь ему контроль над собой. То есть будешь делать то, что он говорит, думать так, как он считает правильным. Твоя независимость, за которую ты так борешься, она исчезнет. Но тебе это неплохо будет. Нет, ни в коем случае это будет тебе нравиться. Потому что рядом с ним ты будешь чувствовать себя вот, как сказать, как на коленках у деда, да? Вот примерно вот так. То есть защищенный со всех сторон. Понимаешь? И все твои прежние достижения, знания, они отойдут на второй план. Единственным авторитетом для тебя станет вот этот мужчина. Это или отец, или вот вряд ли отец, или дядя. Ну, старше тебя. Больше мне тут сказать нечего. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы у нас, как обычно, на американских горках катаются. То есть, что тебя ждет, что тебе уготовано судьбой в ближайшее время. Носиться будешь с одного дела на другое, с другого на третье, с бешеной скоростью прям. То там работа срочная, то дела семейные, то подруга ноет то, что ее мужик бросил. Ты даже кофе нормально попить не будешь успевать. У тебя все на бегу, все быстро-быстро. У всех лето, а у тебя, как говорится, неизвестно что. И знаешь что? Вот эта беготня, она тебе принесет неожиданную удачу. Пока ты будешь, как говорится, мчаться по делам, судьба тебе очень отличный шанс подкинет. Причем ты его даже сразу не заметишь. Ты будешь думать, что обычная ерунда, а вот потом окажется, это была твоя золотая возможность. То есть судьба, она сейчас как колесо крутится. То вверх, то вниз, то черное, то белое, то зеленое, то красное. Вот сегодня все плохо, завтра все супер. Утром проблемы, вечером слабость. Вот так, фу, да что ж такое, а?
У меня из, как сказать, сорта быстрее хотят слова выскакивать, чем я думаю. Вот, и у тебя ты привыкнешь к тому, что жизнь непредсказуема. Причем белая полоса утром, черная ночью и так далее. И вот так вот у тебя американские горки. И ты перестанешь долго расстраиваться из-за неудач, потому что ты будешь знать, скоро все изменится, потому что ты привыкнешь к этому постоянному изменению черное-белое, черное-белое. А почему? Потому что судьба учит тебя быть гибкой и быстрой. Планы у тебя каждый день меняться будут. То, что ты запланировал на неделю, переделать за день будешь. Зато научишься быстро адаптироваться к любым ситуациям. Какой человек в твою жизнь ворвется? Богатый мужик. У него куча денег, у него машина дорогая, квартира, он привык ни в чем себе не отказывать. Но проблема есть. У него депрессия очень глубокая. Все его деньги, они не могут купить ему покой душевный. И вот этот мужчина, он связан вот по рукам и ногам своими обязательствами. У него кредитов куча, бизнес требует постоянного внимания, там партнеры давят, а он не может просто взять и в отпуск уехать, потому что все без него развалится. Его богатство, оно, знаешь, превратилось в красивую тюрьму. И в твоей жизни он появится именно тогда, когда ты будешь в самом активном режиме в своих горках. Вы случайно встретитесь, его знаешь, как в суете дел. Может, там в банке, может, на работе, может, это твой начальник. И вот он, знаешь, он другими глазами на тебя посмотрит и увидит вот что-то свежее, живое, настоящее, как ты носишься и так далее. И вот ты для него будешь вот этим свежим глоточком воздуха. А твоя простота, искренность его вообще, как говорится, как сказать, как молнией шандарахнет. Он, знаешь, этот человек, он привык к людям, которые с ним общаются только из-за денег. А ты вот как раз вот будешь таким человеком, как обычный человек. И вот это его зацепит. Я не знаю, как тебе объяснить, но ты и так поймешь. Что идет к тебе? А идет полное спокойствие в жизни. После вот этой всей беготни, конечно, а не завтра. Нет, ни в коем случае. Ты сначала мужика этого должна встретить. Вот после вот этого всего ты найдешь свой ритм. Научишься не хвататься за все везде и сразу, а дела делать нормально, по порядку. У тебя появится время подумать, отдохнуть, заняться собой. Проживание арканов ты сегодня придешь еще. И, кстати, еще материнская роль к тебе идет. То есть не обязательно ты родишь, нет. Это или ты станешь той, кто вот всех опекает, обо всех заботится. Не обязательно дети, нет. Ты будешь заботиться о вот этом мужике богатом. Но не так, что ты ему там что-то покупать будешь. Нет, ты знаешь, как мамочка, что ли, ему станешь. Понимаешь? О подругах будешь заботиться, о родителях. Все у тебя будут вот это понимание и теплоту искать. То есть ты превратишься в главную женщину в своем кругу. Все абсолютно важные решения будут приниматься с твоим участием. Конечно, изобилие, достаток, но не обязательно, что миллионы, да, но изобилие и достаток будет. Каков итог этого всего? Но в итоге ты будешь на пороге больших решений стоять, но ты не сможешь определиться. У тебя, знаешь, когда вот это все пройдет, у тебя в голове тумблер переключится. То есть грандиозные будут планы на будущее. Ты возможности увидишь, о которых даже не мечтала. Мужик этот еще поможет с этими возможностями. Но вот выбрать конкретное направление сложно будет. А связь твоя вот с этим богатым, да, она заставит тебя пересмотреть все свои цели. Потому что ты поймешь, что можешь жить совсем по-другому, на другом уровне. Но при этом ты будешь сомневаться, а нужно ли мне это, а не потеряю ли я себя вот в этой всей роскоши. И будешь, как говорится, мучиться перед выбором, где два пути.
С одной стороны будет стабильность, деньги, достаток, но зависимость от чужих денег. А с другой стороны будет свобода, там самостоятельность, но неизвестность. И вот этот выбор тебя месяцами будет терзать. Ну, вплоть до осени, я имею в виду. Это я тебе не на завтра говорю. В итоге застрянешь ты в раздумьях и не будешь действовать. Потом у вас будут прения сторон, там почему ты не решаешься, а ты будешь говорить, но это уже в следующих раскладах. Не буду я тебе всего сразу раскрывать. Подписывайся на канал, если ты еще не подписана. Приходи в проживание, сегодня у тебя проживание начинается. И помни, что дед всегда рядом.